Иногда один разговор на фабрике может изменить экономику целого бизнеса. Особенно, если это касается больших заказов, рассрочек и прочих важных финансовых условий, которые при реальном общении на фабрике лицом к лицу в Китае достигаются гораздо проще по сравнению с тем, как можно переписываться годами, не приходя ни к каким успешным договоренностям. Сегодня будем много ходить по фабрикам ремней, пряжек и так далее. Дней будет несколько, из этого мы сделаем один ролик. И расскажем реальный кейс, как я, выступая переводчиком в переговорах с клиентами, давая им советы какие-то из своего опыта, помог клиентам достичь реальной отсрочки платежей, что дало очень большое преимущество их бизнесу, возможность сделать заказы больше, не знаю, наверное, раза в 1,5, расширить ассортимент и достичь прочих очень важных договоренностей в современных сложных ситуациях для селлеров. Заодно посмотрим, как вообще производят ремни, от пряжек, из каких материалов они бывают, до прочей фурнитуры. Разберем мелкую экономику товара на примере ремней. Точно так же вы сможете делать с любым другим товаром, понимая, где кроется более дорогая себестоимость, где кроется работа, зарплата сотрудников, аренда, как и какие вопросы надо на фабриках задавать, чтобы это вместе собирать и понимать, где можно экономить, при этом не всегда забирая эти деньги у поставщика, а уменьшая себестоимость товара там, где это не важно, там, где это можно сделать самостоятельно, либо сделать хуже качества, но внутри продукта, так что это не будет заметно. Хорошо вам, хорошо покупателю, и при этом поставщик тоже не жалуется, потому что вы не отжали его. Это весьма важно. Когда мы приезжаем в Китай, я пытаюсь рассказать клиентам, каким образом здесь лучше общаться, устраивать даже свои поездки. Вот видите, вот сзади меня спит женщина. Немногие знают, но в Китае есть тоже своеобразная сиеста, поэтому китайцы с 12 до 2, как правило, на всех фабриках перерыв, кушают и потом спят на раскладушке, на газетке, без преувеличения, на стульчиках, на чем угодно. Лучше интегрироваться в это их расписание, и тогда будет намного лучше и эффективнее посещать разные фабрики. А в целом, сейчас мы находимся в Китае в формате бизнес-сопровождения клиентов. Это можно назвать по-другому, но суть такая, что мы предварительно осуществляем услугу поиска, находим фабрики, смотрим, что эти фабрики подходили под потребности клиента, под его количество и остальное, другие параметры. То есть это не просто выбор на либо бе по цене, это сложнее, потому что учитывается больше параметров, и фабрика находится, так скажем, пуля в пулю подходящая, выразимся так. Вот. На поверку потом мы приезжаем на эту фабрику и проверяем, так сказать, на деле, могут ли они соблюдать все эти слова и договоренности, которые мы с ними достигли. Вот. Мы ходим с клиентами, ездим, перемещаемся от фабрики к фабрике, от города к городу. За день можем посещать 2-3 фабрики, в зависимости от удаленности их друг от друга. И приходим к реальным договоренностям, к физическим знакомствам, как-то сказать, физическим знакомствам. Так это и назовем. То есть знакомство не через переписку, а физически. Идем мы с ними, кушаем, обедаем, ужинаем. При желании можно там и как-то дальше вечернюю программу развивать. Я имею в виду, иногда они приглашают там в караоке или даже в сауну. Это все нормально. И таким образом можно достигать больших договоренностей, если правильно делать все это. Вот, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Вот здесь, затачивают бока, чтобы они были подточенные и лучше потом под запайку подходили.
Ну, еще вот такой вот слой маленький снимается. И вот тут валяется. Здесь автоматически вырезают отверстие для того, чтобы сюда вставить для автоматической пряжки зубцы, пластиковую вставку. Вот так выглядит PU внутри. То есть это практически как бумага. Вот. Это аппарат для склеивания разных типов материала между собой. Вот берется материал. Это у нас PU-шка. Я уже начал ее отличать. И вот у нее другой материал там. Она пропускает это через эту машинку, на которую подается клей. Вот. И на выходе у нас получается вот такая вот склеенная, где с двух сторон PU, а внутри могли присобачить что-то другое, для того, чтобы он был вот такой вот выпуклой формы и толстенький. То есть любой ремень, который покупается, он, как правило, состоит из нескольких материалов, которые между собой подобным образом склеены и соединены. Вот на таких машинках автоматически вшивается пластиковая накладка с зубцами для автоматической пряжки. Вот так она прикладывает. Оп, прошилась. Еще мне очень понравилось, что здесь разрешают работникам не скучать. У них специальный вот держатель телефона. Им разрешается смотреть там какие-то сериалы или что-то, ТикТок местный и так далее. Вот здесь вот делают отверстия на ремнях сразу оптовым образом по максимальному количеству, наверное, 10 отверстий на каждом ремне. И сзади он, кстати, крошечка от этих маленьких дырочек, которые проделывают. Сзади вон она. Оп. Вот они, кусочки ремня. Так, тут у нас производят женские ремни. Вот. Так вот они выглядят. Прошивочка по боку идет, как всегда. Никуда без просмотра китайских тиктоков на рабочем месте. Я не знаю, по-моему, мне кажется, их тут как будто бы заставляют это смотреть. Хотя вот эта женщина не смотрит. Короче, я ее спросил, сколько у них зарплата. Она сказала 3-4 тысячи, но мне кажется, она маловато сказала, мне кажется, побольше. А вообще на этом производстве они заявляют производственную мощность 20 тысяч ремней в день. Что довольно много. Впечатляюще. Орнамент наносят здесь прямо на фабрике. То есть это не материал такой пришел, это здесь отпрессовали и все. За 10 китайских копеек тебе вот прокатывают это и делают вот такого формата. Очень много тут ремней, уже упакованных, сделанных. Вот таким вот оптовым образом на боковую сторону ремня наносят замазку. Просто кладут их в большом количестве боком вверх и мажут. Так. Да, вот только нанесли свеженькое. Ага, еще и химия пахнет. Ну, потом не пахнет, сейчас пахнет. Пожалуйста, 3 секунды и готово. А вот здесь у нас есть 135 градусов, давление 15 бар, 1,5 секунды держит. Ну вот, вся информация есть.
Даже написано, что не надо руку туда сувать. Кстати, обратите внимание, для того, чтобы по технике безопасности, для того, чтобы она не могла оставить там одну из рук, ей надо нажимать двумя руками одновременно. Видите, вон две зеленые кнопки. Она нажимает сейчас двумя руками одновременно. И тогда только работает. Это на многих так сделано. Так, тут вот у нас пряжечки пришивают. Берут такую пряжечку. Говорит, почему-то такая пряжка 80 копеек китайских стоит. Ну, что-то дороговато. Вот эта петелька может стоить где-то 10 копеек китайских. Вот. Добавили, прострочили. Все практически автоматически. В целом интересное производство, оно у нас сегодня не одно. Поэтому я еще буду рассказывать полезные, интересные материалы. Смотрите, вот листы материала, кстати. Тут мы не спрашивали, но я знаю, что вот один такой лист материала 120 на 140, он может стоить где-то от 10 до 30 юаней. То есть то, из чего можно сделать, я не знаю, там 30-40 ремней. Ну, конечно, там несколько этих материалов. Один квадрат, грубо говоря, даже чуть больше, чем квадрат, стоит меньше $5. Вообще ничего не стоит. Образцы материалов. И их очень много. Вот это, например, из ИУ. Написано вот ИУ, там по-китайски. Часто из Гуанчжоу. У поставщиков таких палитр цветов и разнообразных материалов очень много. Вот. Вот. Проблема, конечно, часто с каталогами. Потому что когда у них спрашиваешь каталоги, они говорят, ой, что-то где-то там, посмотрите. В общем, не любят они их создавать, потому что их надо постоянно обновлять, поддерживать актуальными. А у них все очень меняется, и многие под себя делают товар. Поэтому, смотрите, вот еще сколько каталогов. Кожи, эко-кожи, PU и так далее. Но оказывается, материалов на самом деле чуть побольше, нежели просто кожа и PU. Мы тут узнали про несколько новых материалов, такой как PTU и PVC. PVC это вообще капец дешевка. Ремень из PVC может стоить спокойно там 2-3 юаня. Вот. Ну, конечно, он будет супер хреновый, но может. Вот. А PTU это такой ремень, который внутри как будто резина, и с двух сторон сделали вид, что это кожа. Вот. Все они могут сделать, чтобы было похоже на кожу. Любой принт сделать. Можно принести им кожаный ремень, и сделают точно такой же на вид, но не из кожи. Либо наоборот. Любые виды материала, причем разного материала, потому что это все, видели, спрессовывается. Разного материала, разного цвета. Есть даже пряжечка, не найду ее сейчас, которую так немножко тянешь на себя, она на штыречке висит, отсоединяется и перекидываешь на другую сторону. Тут коричневая, тут черная, вот так вот. Двухсторонний ремень. И вот сколько у них тут всех этих материалов. Они тоже, то есть у них есть свои поставщики, и они от этих поставщиков берут, потом смотрят, у кого заказывать лучше весь этот материал и делать из него что-то. Пример коробочки индивидуальной. Такая коробка стоит, ну, обычно там 1,5-2 юаня. Вот это суп из вот этого металла. И вон кусочки чего-то недовыплавленного переплавляется. В общем, вот там сначала этот материал расплавляется. Потом его приносят сюда, вот это горячий нагретый материал. И потом его уже нагретый и расплавленный подают сюда.
Здесь те пряжки, которые произвели, убирают с них заусеницы. То есть вот тут какие-то острые края есть заусеницы. И вот просто вот таким вот образом вручную оно обтачивается. К сожалению, другим образом убрать заусеницы, кроме как ручным образом, не выходит. Я уже спросил. Вот эта женщина. Вот оно. Острое, кстати. Убирают. Это уже прошедшие окраску методом, если я не ошибаюсь, терминологии китайской гальванизации, пряжки или их запчасти, конкретно эти отбракованные. Вот там есть некие мелкие царапинки, они их отбраковывают и так далее. Вот это вот мы приехали на 2-й или 3-й этаж. Тут все в этих пряжках. Казалось бы, что это склад пива, но нет, это не склад пива. Budweiser, это куча пряжек, которые они клепают, перебирают, заматывают в газету, скручивают маленькими винтиками. Неплохая возможность находить точки экономии, понимая, как производится товар, разбирая его на мелкие детали. Это то, с чем мы помогаем в Китае нашим клиентам. Потому что, я когда вижу товар, я его сразу представляю в разобранном состоянии. Сразу у меня понимание уже возникает, что там есть в этом товаре. Аренда, электричество, труд, материалы, почем стоят эти, какая аренда, где аренда, почем человеческий труд. Потому что где-то в селе могут платить сотруднику в деревне 3-4-5 тысяч. А в городе могут платить уже 6, 7, 8, плюс 100 страховка, 2 раза. Так, тут у нас пластиковые защелочки. Так, тут у нас происходит нанесение логотипа методом шелкографии. Берут пустую пряжечку, делают вот это вот действие, и на пряжечке появляется вот такая вот логотип, обозначение там цвета, размера и так далее. Добавляют за нанесение логотипа методом шелкографии 5-10 копеек в зависимости от количества и размера. Вот, значит, у нас есть исходный материал, который у нас после гальванизации выглядит следующим образом. Он глянцевый. И данная женщина в стильных очках не только может наносить лазерную гравировку, логотип методом лазерной гравировки, но в данном случае она наносит покрытие сверху и делает из глянца матовую пряжку. Вот. И вот матовая она стала после, надо сказать, сделана немножечко топорно. Видно, как идут линии, видно, где они сбиваются. Не прям круто. Но если не присматриваться и не знать про это, то в принципе, видишь, матовая и матовая. Окей, спасибо. Сейчас узнаем себестоимость процесса. Вот этот процесс стоит примерно 4 копейки. Он считает следующим образом. Примерно 5000 ее зарплата. Примерно 200 юаней в день ее зарплата. И вот сколько она в день может, неважно, как он поделил, можно поделить точнее. И вот сколько она в день может зафигачить и так далее.
Ну, плюс там какой-то немножко маржи, немножко электричества. Вот он мне посчитал 4 копейки за вот это вот покрытие только что. Вот они, гирляндочки. Вот это все подготовка на покраску, где каждая вешается вот таким вот образом. Сейчас будет краситься. Вот они тут едут. А, вот они стали золотистые. А были серебристые. Смотри, вот это после покраски, вон они. Я не знаю, можно их трогать или нет. Да, кстати, давно я уже не видел фабрику, которая просто во дворе дома находится. И себестоимость аренды в такой фабрике ну, раза в 2-3 дешевле, чем в промышленном комплексе, где по этажам. И, в принципе, для такого относительно несложного товара, как ремни, это подходит. Это мы приехали на доп. Локацию фабричников, и здесь смотрим, как они здесь значительно проще все это красят, делают и могут предоставлять значительно более низкие цены и специализируются на товарах значительно более низкой ценой. И понятно, почему эта цена более низкая. Вот. То есть не остается какого-то сомнения в этом плане. Станки такие же. Китайцы, в принципе, тоже практически такие же. Просто место подешевле. Вот. Чисто на одной аренде можно наэкономить. И вот тут 5 этажей. Да. Да, даже и ремешки очень похожи на те, которые мы снимали на другой фабрике. Немножечко тут сотрудники такие зеленоватенькие. Делают все медленно и, ну, явно на сравнении видна производительность труда, ну, не знаю, ну, не в 2 раза, но процентов на, мне кажется, так навскидку на 30-50 похуже. Вот. Посмотрим. Офис. Фух, наконец-то. 真皮帮我别跑吧，我得算一下给你。 Короче, PVC вообще не, в принципе не особо материал для ремней. Но потому что рынок находится в несколько, как сказать, несогласованном состоянии и пытается дать как можно дешевый продукт и для внутреннего потребителя, и для внешнего, то начали использовать этот материал. Его если отломать или сильно погнуть, он отламывается и все, до свидания. Поэтому это вообще не особо подходящий, стоимость которого там очень низкая. И он говорит, что ремень из PVC в принципе может, если каждый день его носить, прослужить типа месяца 3. PU сейчас с точки зрения технологии производства, применяемых на текущий момент, по качеству даже лучше, чем натуральная кожа. Поэтому он может быть более износостойчивым, чем кожа. И может прослужить спокойно там несколько лет даже при ежедневном использовании. К сожалению, подробно о клиентах говорить не будем, но они будут мелькать немножко в наших видео, дав на это предварительное согласие. А в целом любые наши взаимоотношения с клиентами находятся под NDA договором, то есть договором о неразглашении информации. Мы можем его либо формально подписывать, либо просто обсуждать и так далее. Естественно, то есть как бы я показываю процесс, потому что мне как-то надо продвигать свои услуги. Если клиенты не против, я снимаю и так далее. Кстати, если вам заходят такие обзоры
производств, фабрик, рассуждений, вообще наш контент, то подпишитесь, поставьте лайк, чтобы немножечко подпродвинуть наши ролики по сравнению с теми, кто учит, так скажем, бизнесу с Китаем и закупок на 1688. Я стараюсь отсюда показывать какой-то реальный контент с реально тем, что нигде не написано и можно знать только если ты прожил, проучился в Китае, как я, скоро уже практически 15 лет. Поэтому, если вы планируете запускать производство товаров в Китае, наша команда может помочь вам организовать это очень эффективно, гораздо более эффективно, чем это выходит у людей самостоятельно. Обращайтесь к нашим менеджерам, мы будем с вами созваниваться, выяснять довольно подробно все ваши потребности, выбирать стратегию поведения, описывать вам алгоритм наших действий, рассказывать о преимуществах, если эти действия будем выполнять мы и наши либо русскоязычные, либо китайские сотрудники. Будем выставлять вам коммерческое предложение, по результатам рассмотрения его можем начинать работать. Также хочу добавить, что всегда, перед тем, как мы начинаем работать с нашими клиентами, перед тем, как запускаем проект, мы просчитываем экономику этого проекта, если он только начинается. Если он уже продолжается, считать, чего-то особо не надо. И в этой экономике вы всегда заранее можете видеть, будет ли вам выгодно, в принципе, работать с этим товаром, закупать его именно в Китае. И если видите, что это выгодно, мы вам тогда дальше помогаем эффективно все это организовывать. Если не выгодно, мы вам заранее, не беря никаких денег, экономим время и деньги. На этом, в принципе, все. Мы будем продолжать двигаться, куда двигались в Китае. С вами был Дмитрий Белоусов из Китая. Пока!